Здравствуйте, мои дорогие зрители! Привет, привет! Добро пожаловать на мой канал. Давайте мы с вами сейчас погадаем, что было, что есть, что будет. Что ждет, что случится. Сигнификация. Занимайтесь сейчас. Старайтесь заработать. Старайтесь. Такое впечатление, что нужно бежать, одновременно быть в разных местах. И туда надо бежать, и туда, и сюда. И это связано с какими-то планами, с какими-то деловыми моментами. Зарабатывать, надо зарабатывать. В дорогу как будто собираетесь, а может быть находитесь сейчас в дороге. Так, идет поиск какой-то информации. Смотрите, такое впечатление, что будет где-то встреча у вас, как показано, два молодых человека, двое мужчин, либо с двумя мужчинами встречаетесь, может быть, деловой какой-то контакт, да, идет, либо, может, на выборе вы сейчас, вот кого выбрать, с кем пойти на свидание, допустим, с кем продолжить отношения. Общайтесь, может быть, например, в интернете переписывайтесь с одним и с другим, и там уже будете выбирать со временем, допустим, кто вам больше по сердцу придется. Так. Хотелось бы вам какую-то тайну открыть. Что-то как будто недоступно для вас сейчас. Вы хотите это узнать, вы хотите это взять в свои руки, но пока что для вас недоступно. Вы прямо мечтаете, вы прямо грезите открыть какую-то тайну. Я думаю, что вы откроете ее. Да, вы ее откроете. Рыцарь жезловый вышел. Это у нас движение, активное движение в нужном направлении. Да? Если будете активно двигаться в нужном направлении, вы все узнаете. Здесь, может быть, кто-то интересуется о мужчине, интерес у вас. Король, который вам очень нравится. И король действительно такой, девочки, классный, презентабельный такой, знаете, красавчик весь, пентаклевый король. Умеет заработать, денежный мужчина, нравится сам себе, нравится женщинам. Вот он вас интересует, и вы будете о нем открывать какую-то тайну. И это про любовь, это касается любовной какой-то истории. Либо вашей, либо вы хотите узнать о нем, и, допустим, нет ли у него там еще у кого-то, с кем он там встречается, допустим, или был роман какой-то, что-то будете узнавать. Так, ну что, вышла карта звезда, сбудется какая-то ваша мечта. Девчоночки, трудный путь прошли, да? Шестерка мечевая, шли, ехали, пересекали какие-то, может быть, границы, какие-то трудности преодолевали. Между прочим, трудности, вышла карта судьбы, знаете, такое впечатление, что, ну, я не скажу прямо, это были ваши уроки, может быть и так. На самом деле, может быть и так. Иногда какие-то трудности даются нам для того, чтобы мы выросли, повзрослели, поняли тоже себя и свою силу, да, на что мы способны, ради чего-то, ради кого-то, допустим. Я вижу, что преодоление вот этого пути трудного сделало вас сильнее, умнее, закалило вас. И вы, более того, смотрите, вы придете в результате к своей какой-то мечте. Это, конечно, у нас может быть любимый мужчина, это у нас может быть и любимая работа, профессиональный рост и так далее. Так, а теперь давайте рассмотрим. Кубковый король здесь показан. Смотрите, как будто с кем-то начались отношения вот развиваться, да, а потом раз и остановились. Вышла карта смерти. Что-то так как по щелчку закончилось, да. Давайте рассмотрим тогда. Может быть, человек перестал как-то проявляться. Кубковый король нравился вам, вы ему нравились тоже, как будто все и хорошо шло. Потом резко стоп. Видите, трансформация, да, что-то перевернулось. Ну, давайте раскроем, а что случилось, если король как-то себя так повел? Ну, вышел повешенный, это у нас подвисшая ситуация, да, когда не понимаешь, что делать. Может, он не понимает, как себя вести с вами. Но это еще карта жертвы, девчонки. Это еще когда человек обиделся на что-то, посчитал, что, не знаю, его не уважили, там, не подняли трубку, еще что-то, да.
Так, карта Солнца. Вы знаете, Солнце самая лучшая карта в колоде Таро, вы знаете это, да? Поэтому здесь финал будет в любом случае классный. Какой финал? На данном этапе. Развитие ваших отношений обязательно по Солнцу будет, если вы этого хотите, конечно. Понимаете, здесь еще кубковый рыцарь вышел. То есть эта ситуация, она будет как-то решаться. Кто тут из вас пострадал, кто на кого обиделся, человек проявится. Так, король. Еще здесь показан король у нас жезловый, девочки. Король. Здесь может быть предложение вам от какого-то мужчины, деловое предложение, которое принесет вам стабильность финансовую. Смотрите, это может быть мужчина, который заходит в вашу жизнь, как человек, который через него вы получите, возможно, работу, какой-то прорыв. Понимаете, какую-то стабильность. Это может быть друг, знакомый, который, например, посоветует, вот у нас тут есть вакансия классная, да. Это может быть прямо реально работодатель, если мужчина будет у вас работодатель, да. Вот откроет какие-то двери перед вами, финансовые, какой-то мужчина. Еще, конечно, может, знаете, что показывать, если мужчина просто реально, прям вот материально будет помогать, да. Денежку приносить, женщине своей любимой отдавать. А вот и вы, кубковая королева. Так, ну я смотрю, вы любите под контролем все держать, да? И здесь даже более того, здесь одна женщина хочет и ищет информацию о другой женщине. Смотрите, две женщины, королева пентаклей, королева кубков, и между ними мечевой паж. Мечевой паж, поиск информации. Буквально, образно говоря, есть еще выражение слежка, да? То есть кто-то наблюдает за какой-то женщиной. Может быть, вы ревнуете, например, короля, который вам нравится, да, хотите больше знать, с кем он общается, может быть, нет ли у него там зазнобы какой-то, да, а может быть, это буквально наблюдает кто-то точно так за вами. Так, карта силы вышла на нашу кубковую королеву. Знаете, что это значит? Это значит, что та королева, которая смотрит сейчас меня, сила будет в ваших руках. В ваших руках будет победа. Если вот у вас сейчас есть какая-то, ну, соперничество, да, и вы хотели бы, чтобы мужчина какой-то именно был только ваш и больше ничей, в этом соперничестве, значит, сила же будет у вас. Вы побеждаете, да, победите. Так, и здесь идет по карте мира. Опять же, если вы в ссоре с королем, то примирение. Если король далеко на расстоянии, по карте мира может это показывать быть, значит, будет встреча. Как бы далеко он ни был, что бы между вами ни случилось, у вас будет встреча. Идет двойка жезловая. Сила вашей любви, сила притяжения между вами сыграет очень большую роль. Поэтому у вас будет продолжение вашего романа, либо у кого-то это начало, входит мужчина в вашу жизнь. Вот, у кого-то примирение. Эту переверну карту. Вы в курсе, да, почему? Потому что ее так читает не очень-то дружественно ютубчик наш. Так, а мы давайте идем дальше. Итак, королева мечей. Это женщина в эмоциях и в принятии решения. Такое есть ощущение для кого-то из вас, девочки, что вы как узнали, возможно, о каком-то то ли предательстве, да, или о сплетнях, о каких-то словах не очень-то лестных. И это может исходить от коллектива, от какой-то, вот коллектив, да, девчонки, подружки, коллеги, не знаю, соседки, как угодно, несколько человек, да, компания, скажем так. И вот вы что-то узнаете, и здесь прям вот в гневе, женщина в гневе, готова вот принять какое-то довольно жесткое решение. Ну, скорее всего, естественно, это касается того человека, который себе позволил вот какие-то высказывания. Так, что будет эта дама делать? Давайте посмотрим. Вы знаете, прежде всего так скажу. Если вы, к примеру, вы работодатель, да, и вы узнали, что о вас как-то нелестно кто-то отозвался из вашего коллектива, я вижу, что вы этому человеку сделаете увольнение. Вы его накажете денежно. Если же это другие у вас какие-то связи, ну, допустим, даже подруги вы, да, здесь, тем не менее, с вашей стороны вот будет какое-то действие, которое
нарушит какую-то устойчивость у той женщины, да, которая позволила себе что-то о вас плохое сказать. То есть, ну, возможно, долг платежом красен. Возможно, вы тоже что-то там, как женщина, да, ну, как месть идет. Месть подается холодной. И вы будете довольны. То есть вы что-то делаете, нарушаете какую-то симметрию у этой дамы, да, которая себе позволила о вас говорить что-то негативное. В итоге человек теряет какую-то почву под ногами, то есть неустойчиво становится все. Причем может быть финансово, может быть просто отношения окружающих, еще что-то, да. А вот эта дама в итоге, смотрите, как довольна, десятка кубковая, очень довольна. Потому, да, это месть. Действительно, кто-то будет мстить. Так, дальше смотрим. Восьмерка кубковая. Угу. Так, а здесь, смотрите, кто-то магичит для того, чтобы разбить пару. Вот, чтобы один человек ушел от другого. Причем там есть любовь, там есть чувство. Вышла у нас карта, как видите, тайная, закрыта, то есть тайна. Кто-то, да, магические действия делает. Хочет разбить пару. Так, давайте тогда посмотрим, кто. Кто хочет разбить пару? Смотрите, во-первых, эта женщина, верховная жрица, очень часто показывает реально человека, который умеет что-то делать, как связан с эзотерикой каким-то образом, либо может просто обращаться к людям, которые умеют. Смотрите, эта женщина может быть, если она... Кроме того, что она может действовать магически, эта еще женщина может быть старше по возрасту, допустим, чем вы. И может быть как готова для того, чтобы стать тайной женщиной. Даже так, да, вот она хочет этого мужчину и все. Здесь даже может быть показано, когда мужчина действительно куда-то далеко ездит навстречу к этой женщине. Видите, вот он садится на это колесо и покатил. Еще и думает, ой, как мне повезло, какая фортуна, какая удача. Прячется, чтобы его никто не видел. Видите, по отшельнику так как бы отходит от людей, да. Не знаю, вот здесь капюшон человек одел. Почему? Он отшельник, он хочет, чтобы его никто не увидел, не узнал. Вот точно так же. Какие-то тайные встречи с женщиной, которая его либо к себе сейчас примагичивает, да, либо она уже это сделала, и поэтому эти встречи и происходят, собственно говоря. Давайте тогда посмотрим, для тех, у кого именно такая история, такая ситуация, что тогда делать, да, потому что здесь, ну, четко магия. Ну, чистка, понятно, да, надо чиститься. Чистка на мальфаровую свечу, заходите, каждый день чистки. Итак, рекомендация. Рекомендация, что делать? Прежде всего, с этим человеком... Вот смотрите, если у вас есть мужчина, и вы его подозреваете в каких-то изменах, да, или это уже прямо вот открылось, и мы только что посмотрели, что да, есть какая-то женщина, да, с которой у него тайные встречи. Здесь такое впечатление, что вам его нужно выслушать, этого человека, вам нужно какую-то информацию дополнительную получить. С ним нужно поговорить, дать ему вот этот шанс, сказать, как оно есть, вам рассказать. И нужно ехать. Нужно ехать, либо его откуда-то забирать, там, от этой дамы, допустим, либо к этой даме ехать и говорить. Нужно вот что-то узнавать и быстро-быстро, скажем так, нужно действовать, да? Нужно действовать. Нужно действовать. Она приносит ему какую-то беду. Так, с его стороны, получается, что большая глупость, что он с ней начал эти встречи, потому что таким образом он на очень многие свои мечты, планы, чаяния, деяния, скажем, да, получается, по мечевому тузу, возможно, он даже подвергает тому, что может жирная точка там стать. Потому что он сделал глупый поступок. То есть человек может много чего потерять. Работу, отношения, семью, да, из-за этих встреч с этой женщиной. Это глупость с его стороны. А поймет ли он это? Давайте посмотрим. Поймет ли он это? Поймет, девочки. Иерофант. Видите, человек читает книгу, то есть получает информацию и становится мудрее. Да, он это поймет.
Он будет страдать, он будет разочарован больше, ну, сам в себе, ну, может быть, и в той даме тоже. Вот они, две карты буквально: тоски, самобичевание, когда человек ругает себя, почему я так сделал, да, таких каких-то, как раненое сердце получается, вот так вот, да. Так, тогда давайте так посмотрим, какими методами вам лучше это сделать, какими методами, и насколько есть шанс на результат. Вот так вот мы посмотрим. Шестерка пентаклевая. Но вам надо по шестерке пентаклевой, конечно, во-первых, где-то благотворительность какую-то сделать, понимаете? То есть отправить денежку, кому вы считаете нужным. Десятка мечевая. И ваши боли, ваши печали, этот дьявол закроется. Девочки, смотрите, вам реально нужно посильную сумму какую-то. Вам нужно как откуп сделать. Откуп. И получается, этим откупом вы действие дьявола пресечете. Причем, получается, 10 мечами. Пресечете, закроете его действия, поняли? У вас это получится. Ну, вот такой у нас сегодня совет. Пусть даже, конечно, не у всех проиграется, но это надо было. Раз нам карты показали, значит, надо было вам это знать. Так, действовать надо, у вас все получится, вы действительно почистите своего мужчину, и у него как прозрение такое, знаете, наступит. И он отойдет от этой женщины. А мы идем дальше. Денежка идет кому-то. Ой, какая хорошая денежка. Между прочим, денежка идет заработанная, честно, по справедливости к вам придет, активная, в руки к активной женщине, которая стремится заработать, хочет быть красивой, вы хотите, чтобы у вас все было, да, хорошая, не знаю, одежда, еда, автомобиль, квартира, хотите жить в комфорте, у вас все это будет. Это еще тоже карта у нас семьи, дорогие мои, да. Карта брака, справедливость, брак, когда подписывают люди, ставят печати, да, в госорганах. Все очень удачно получается и счастливо, девочки. Хоть мы о финансах говорим, хоть о любовной теме, любовной истории. Возможно, даже, например, тот мужчина, с которым, ну, проблемно сейчас, да, в итоге вы его оттуда забираете от этого дьявола, да, ну, мы его перевернули, эту карту. И в дальнейшем смотрите, как у вас развиваются хорошо отношения, то есть все наладится, скажем так. А для кого-то это новый совершенно человек заходит в вашу жизнь и останется там. Материально тоже здесь у вас все идет хорошо. Вот. Кто занят сейчас реализацией своей, значит, вы сами достигнете. Кто, значит, мужчиной сейчас занят, озабочен именно таким вопросом, значит, будете решать этот вопрос. Так, ссора какая-то будет. Прекращена какая-то ссора. У кого-то есть. Поссорились вы, поскандалили, я не знаю, подрались, может быть, да, соперничали, не общались там, под сердцем была какая-то боль, да, какой-то нож, какие-то печали, обиды, гнев, не знаю, ненависть, вот что-то было. И вот смотрите, с этой стороны у нас зашла умеренность и гармония, да, а с этой стороны вот у нас тает лед. Тает лед, и подо льдом у нас водичка. Водичка — это чувство, то есть человек как оттаивает, да. То есть вот это все, что мы перечислили негативное, вот оно как зажимается с двух сторон вот этим позитивным, понимаете? И вот таким образом, то есть прекратится какая-то вражда, какая-то ссора, и вы будете рады, и тот человек тоже будет рад. Кто этот человек, я думаю, вам виднее. Правильно? Правильно. Так. Итак, смотрите, вы хотите что-то сделать здесь, но пока не получается. То есть, знаете, как связаны руки. То есть человек что-то планирует, да, а не может себе этого позволить, там, или финансов не хватает, либо времени не хватает, либо какие-то обстоятельства давят, да, может быть, кто-то, ну, к примеру, сейчас и работу потерял, или какой-то доход, да, что-то произошло, или приболел кто-то по восьмерке мечевой, да, ограничения, которые приносят большие-большие огорчания на самом деле. Давайте мы посмотрим развитие этой ситуации.
кто сейчас в ограничениях? Идет 8 пентаклей. Ну, прежде всего, я вижу, что идет работа. То есть у кого ограничения связаны из-за того, что денег нет, да, смотрите, вам идет работа. Вы найдете очень хорошую работу, преодолеете преграды и добьетесь после паузы, да, после какого-то трудного, напряженного времени, вы найдете очень хорошую работу. Идет 8 пентаклевая. Это не просто работа, это и классные заработки, мои дорогие. Так, а здесь что-то связано с прошлым, с какими-то временами давними, знаете, учились вы когда-то там, допустим, жили где-то в юности, в детстве, росли где-то, да, как будто новость оттуда придет, такая себе, знаете. Может быть, узнаете, что кто-то, не знаю, заболел, может быть. Связано с вашей такой очень давней уже историей, с теми людьми, понимаете? Что-то может прийти, новость какая-то такая, которая вас огорчит, опечалит. Связано с кем-то из ваших прошлых, из друзей из прошлого, с друзьями из прошлого. Так, ой, смотрите, прелесть какая. У кого-то был такой период тяжелый, смотрите, 5 пентаклевая, да, карта бедности, недостатков, долгов, кредитов, потери любовных каких-то связей, да, своих. И вот вы так резко переходите в этот пентаклевый туз и в карту любовники, влюбленные, да, по старшему аркану. Здесь, знаете, человек, который, может быть, потерял уже всякую веру и надежду, в итоге все-таки вы получите вот этот какой-то свой шанс, суперприз, какой-то джекпот сорвете, понимаете? И это будет неожиданно для вас. То есть, может быть, кто-то, например, расстался с любимым человеком, и уже тут человек плачет, уже все, казалось бы, ну все, да, эта любовь потеряна. И тут раз, и человек на вашем пороге. Обнимает вас, говорит, я тебя люблю, да, это была ошибка, все, будем вместе и так дальше, да. То есть что-то вот, что казалось вам, что уже все, финал. Точно так же, если потеря работы, там, потеря финансов, все так вроде плохо-плохо, резко раз, и входит в вашу жизнь этот пентаклевый туз, то есть удача, деньги, все поворачивается хорошо. Если у кого-то вот о финансах дело идет, да, то карта влюбленная может еще показывать все-таки о каком-то партнере, о каком-то человеке, друге, который вас любит, который может очень хорошо вас поддержать, понимаете, и предложить, вот, например, какую-то или работу классную, да, поддержать. Так, ну здесь как будто будет кто-то планировать дорогу, куда-то хотите на другие берега. Это очень часто отпуск, это очень часто куда-то в гости, другой город или за город поехать. Вот такие будут планы у вас. Устали вы захотите сбросить вот этот груз, может быть, давно без отпуска дали, еще что-то, и вот куда-то отправляетесь, будете с кем-то встречаться, очень хорошо проводить время, просто пришло время действительно заняться и дать себе отпуск, дать себе отдых. Ой, смотрите, какая у нас карта вышла. Итак, дорогие мои, все, что вы запланировали, вот, ой, пентаклевая троечка, карта планов. Человек пишет там, знаете, книга желаний, да, блокнотик моих желаний, планы на год, планы на месяц, планы на отпуск, да, планы на жизнь. Что вы тут планируете, да, эти планы ваши будут сбываться. Идет у вас туз кубковый и 9 пентаклевая, девочки. И в итоге финальная карта у нас карта императрица. А это женщина, знаете, которая держит судьбу в своих руках и управляет своей судьбой. Даже другими управляет, не то что своей судьбой. Смотрите, девочки, что вы запланировали, что связано с любовью, что связано с денежками, да, все у вас сбудется. Вы крепко будете держать свою судьбу в своих руках. Вот такое у нас сегодня гадание, девчоночки. Мужчины тоже. Всем желаю счастья и любви. До головокружения. И до новых встреч. Пока-пока.